Всем привет, друзья! Взял я проток на 12 мм. Сейчас надо будет его проточить, чтобы подшипник можно было надеть. Его можно, конечно, запрессовать, но я бы хотел, чтобы они чуть-чуть с легким натягом заходили вовнутрь, чтобы можно было без проблем поменять. Была одна проблема. Лерка нарезала резьбу в бок. Вторая шпилька. После чего я купил новую лерку с первого раза. То есть дело было в лерке. Болты я сделал из прутка на 12. Взял лерку, прорезал с одной стороны, с другой стороны. Теперь это все плотненько входит. Пруток немного проточил, чтобы подшипники свободно ходили. Вот, в принципе, готовый вариант. Лишнее буду отпиливать. Подшипники легко ходят, все хорошо. Возникла небольшая проблема. Диаметр стал больше, а ленты стало не хватать. То есть даже я мотор не могу на посадочное место установить. Придется верхний ролик чуть пониже опускать. Примерно на сантиметр на 2. Может быть, даже и больше придется. Это все из-за диаметра штива. Размеры я сделал как и на первом гриндере, но из-за того, что шкив большой, придется опускать. Ну ладно, приступим. Установил уже ролики на свои места. Тут я подрезал. Тут ровно 10 миллиметров. Сделал столик из уголка 50 на 50. Столик надо будет отполировать, сделать поверхность блестящей, чтобы никаких торможений у ленты не было. Поверхность. Столик будет фиксироваться здесь. Его можно будет отодвинуть, выдвинуть. Края обработал на гриндере. Сейчас надо будет поставить электродвигатель на свое место, прикрутить и найти отверстие для натяжного ролика. Он же будет и поворотный ролик, чтобы можно было бы регулировать ленту. Приварил стойку для столика. Это обычный уголок. К столику приварил уголок. Он будет идеально подходить. Его можно будет отодвинуть, пододвинуть, наклонить. Сделал вот такое приспособление для натяжения роликов. Если вот так болтик подкручивать, то идет наклон. Если в другую сторону, то все уходит в наклон. Она же будет и натягивать. Здесь надо будет проделать отверстие. И здесь отверстие. И поставить пружину.
Вот короткая это для левой стороны, а вот длинные для правой стороны. Устройство простое, это уголок. Здесь я немножко отпилил. Вот у меня есть запасные, но это бракованные. Из-за того, что отверстие слишком низко сделано, и болт цепляет за гайку. Делается минут за 20, ничего сложного нету. Здесь отверстие на 6, здесь на 12. Пружины купил. Это обычные пружины для дверной двери. 50 рублей стоит. В принципе, попробую с них сделать, а то у меня пружины кончились. Здесь отверстие сплошное идет, никакой резьбы нету. То есть ролик не должен накручиваться в эту станину, потому что он будет тогда иметь другой угол. Тут ровно 90 градусов. Здесь то же самое. А здесь я нарезал резьбу. Столик можно отодвинуть, пододвинуть, наклонить, если надо будет. Взял в этот раз болтики на 8, там я делал на 10. Тут в принципе нагрузок никаких нету, поэтому и на 8 пойдет. Это тоже обычный уголок. Зря я сделал то, что я тут сделал закругление. Надо было все-таки квадрат оставлять. Немного я переделал конструкцию. Отпилил лишнюю часть от натяжного рычага. Взял вот такой уголок такого плана. Это у меня брак, и поэтому они уже не пригодятся мне. Приделал уголок на болтик. Взял вот такую пружину. Я сначала хотел вот такую пружину приделать. Ну, пружина оказалась, так скажем, легкая. Маленькое усилие. А я хотел сделать усилие даже чуть побольше, чем на моем первом гриндере. Все прекрасно работает. Можно натягивать, регулировать натяг. Сейчас она опущена вниз. Это самый слабый натяг. Можно натянуть вверх. Это будет очень сильный натяг. Здесь я возьму на шайбочку эту пружину и на гаечку. В принципе, эта сторона уже готова. Осталось только подобрать шайбочку, чтобы приварить к болтику. На болтик надо будет надеть пружину, чтобы от вибрации болтик не закручивался и не откручивался. На моем первом гриндере такого нету. И поэтому иногда лента уходит влево, то вправо уходит. Из-за того, что болт раскручивается, либо закручивается. Сделал опорный столик для ленты. Взял пластину из десятки, 10 мм толщина. И приварил две полосы, 50 на 5. Сделал прорезь здесь и здесь. И прихватил болтами. Столик приварил. Столик можно отодвинуть, приблизить, повернуть. Сварка достаточно крепкая. На 2 шва проварил. Попробовал сделать бочкообразный ролик. Но никакого эффекта я не заметил. Левая сторона полностью готова, отрегулирована. Пружину взял такую. Усилие тут примерно килограммов 12. Очень сильно натянул. Диаметр 120. Скорость очень большая. На регулировочный болт надел пружину, чтобы он не откручивался во время работы гриндера. Ну, честно сказать, пружина ничего не дала. Все равно откручивается. Придется резьбу чуть-чуть мять, и тогда будет нормально. Это уже проверено. Первый гриндер именно так собран.
тут будет усилие примерно килограмм в 15, а то и 20. Очень туго приходится надевать ленту, очень сильно давит. Здесь у меня нету подшипников опорных. Здесь я использовал шайбочки между этим уголком и этим. Здесь аналогично. Я не вижу смысла использовать опорные подшипники, потому что, во-первых, это дорого, во-вторых, нет никакого смысла. Первый гриндер собран именно так, и никаких проблем с этим нет. Сейчас включу гриндер. Разгоняется он чуть-чуть с трудом, потому что нету пускового конденсатора. В общем, сами все увидите. Мотор даже не нагревается. Холодный. Натяжение очень сильное. Металл жрет только так. 3,5 мм. Сталь каленая. Это не СТ-3. Это было взято с машины. Ее очень трудно согнуть. Ну, можно согнуть. Но сталь тут явно специальная. Не понимаю смысла от этих бочкообразных роликов. Как по мне, они просто бесполезны. Завтра буду сматывать изоленту с этого ролика. А может быть, так оставлю. Посмотрю, на что это влияет. Ну, как вы видели, прижимал здесь и здесь, лента не уходила никуда. И это не из-за того, что бочкообразный ролик. Это просто из-за того, что опорный столик. Если бы его не было, сейчас могу показать, что будет. Если бы опорного столика не было, то она бы гуляла. Я нажимал в эту часть ленты, и как вы видели, лента гуляла. То есть тут дело не в том, что ролик бочкообразный как-то влияет на побег ленты. Именно упор влияет на хождение ленты влево-вправо. Здесь аналогично. Я хотел попробовать купить подшипники. Они тут 37-е. Потом я нашел 38-е. То есть, если этот будет 37-й, этот 38-й,
40-й, 38-й, 37-й. У нас получился бочкообразный бы ролик. Но, к сожалению, я не смог найти таких подшипников. Говорят, это очень большая редкость. Их только под заказ. И цена неизвестна. Собственно, я решил попробовать изолентой обмотать. Ну, как я вижу, ни на что это не влияет. Наверное, не буду искать эти подшипники. Не буду обматывать ролики изолентой. Потому что смысла никакого в этом нет. На этом гриндере я решил сделать левую стойку из металла 10 мм. На первом гриндере я делал стойку из двух полос 50×5. И их вместе приложил, сварил, согнул. И сказать честно, конструкция получилась хлипенькой. Здесь все намертво использовано. И ширина еще больше, чем на моем первом гриндере. Здесь никуда ничего не ходит, ничего не гуляет. Я считаю, это очень хорошо. Хотя на первом гриндере хоть и гуляет, но ни на что это не влияет. Я не хочу показаться человеком, который хвалит свой, так скажем, первый станок, но говорю, как оно есть. Ни на что я не жалуюсь. В принципе, при желании этот станок можно сделать за 2 дня. Ничего сложного здесь нет. Здесь даже не обязательно изготавливать ролики. Никакие бочкообразные ролики не нужны. Также можно обойтись без токарного станка. Вы сами прекрасно видели, как я валы удлинял, как я шкивы делал из ДСП. То есть это может сделать каждый человек при желании. Токарный станок, если есть, это, конечно, большой плюс. Можно просто выточить шкив, надеть на мотор и забыть. Ну а у кого нету токарного станка, делайте как я. И не нужно искать токаря, просто делайте по моей схеме. И не факт, что если вы закажете у токаря шкив, не факт, что у вас не будет биения. Потому что если вы будете делать шкив не литой, а из трубы и куска металла, и будете приваривать трубу к листу металла, то, скорее всего, биение у вас будет. Потому что сварка будет неравномерно положена, и она будет по краям. И тут даже балансировка, скорее всего, вас не спасет. Хоть и биения не будет на этой части, но так как разный вес будет приходиться на разные стороны шкива, у вас будет биение, тряска. Поэтому советую делать из дерева и не выебываться, потому что дерево оно легкое. Тут даже можно болты, вот как я вот просто наугад влепить без всякой разметки. Потому что болты, они находятся относительно близко к центру и мало зарешают на биение. Как вы видели, станок никуда не убегает. Хотя писали, что станок будет бегать по столу, но, как вы видите, ничего этого нету. Тем более, этот станок, да и как любой станок, нужно привязывать к столу намертво. То есть, нужно будет сверлить отверстие и на болты брать станок к столу. Так же, как у меня сделан это первый станок. Он тоже никуда не убегал, но тем не менее я его привязал на 2 болта. Во избежание травмоопасности я это сделал. Не бойтесь делать гриндер. Ни особой точности здесь не нужно. Это вам не токарный станок делать.
где каждый микрон важен. Здесь можно даже ошибиться на целый миллиметр. Ничего страшного в этом не будет. Это лекальный угольник. Здесь ровно 90 градусов. Здесь тоже 90 градусов ровно. И здесь то же самое. Ровно 90 градусов. Отверстия надо сверлить сквозные. То есть резьбу тут на станине для роликов не надо нарезать. Первый раз, когда я собирал гриндер, я нарезал тут резьбу. После чего я не мог долго понять, почему лента у меня убегает. Потом я приложил угольник и понял, что там нет 90 градусов. После чего я просто взял сверло на 12 и просверлил насквозь. Этот станок мне обошелся 8000 рублей. Вот сколько времени я пытаюсь найти станок стоимостью до 25 тысяч рублей заводского изготовления, я до сих пор не смог найти. То двигатель слабый, то шкив маленький, то лента маленькая. Приехал сегодня компрессор. Компрессор я долго ждал. Сейчас надо будет залить масло и попробовать его включить. Еще надо колесики приделать к нему. Есть вот такая плата. Пыльная от компьютера. Сейчас попробуем продуть. Компрессор это хорошая штука. Смотрим. Компрессор своей задачей справился. Покрасил и в красный цвет, и в серый. В принципе, неплохо. Конечно, я красил в первый раз с помощью компрессора с пистолета. Думаю, неплохо покрашено. Для станка пойдет. Вчера я покрасил, краска еще не высохла. Прошли сутки. Сейчас печку затоплю, прогрею гараж, потому что сейчас в гараже плюс 10. Новый день. Краска не высохла. Краска липкая. Не знаю, что делать. Снял вот эти штучки. Нашел косячки, подкрасил баллон с баллончика прям. Вчера мне скучно было, разобрал сверлильный станок, решил поменять подшипники. Сегодня воскресенье, магазины закрыты, так что на понедельник все откладывается. Что делать сегодня, я даже не представляю. Делать в гараже нечего. Вот тут я вчера промыл и продул запчасти от станка. Вчера нашел в интернете гриндер за 25 тысяч, который, в принципе, мне бы подошел. Скорость ленты 25 метров в секунду. Длина ленты метр, мотор 1 киловатт. В принципе, нормальный гриндер. Ну вот, 25 тысяч за гриндер. За эти деньги можно купить нормальный, ну как нормальный, более-менее нормальный токарный станок за 25 тысяч, китайский новенький. А тут гриндер, двигатель и лента. 25 тысяч. Это еще без учета доставки.
Гриндер я подсобрал, электрическая часть готова, крышку я уже подготовил, я тут проделал отверстие под провод, сейчас провода надо будет замотать и хочу силиконом промазать, чтобы ни вода, ничего туда не попадало. Гриндер собран, сейчас давайте запустим его. Длинная лента натянута очень сильно. Скорость 25 метров в секунду. Давайте попробуем запустить левую часть. Скорость 20 метров в секунду. В принципе, неплохо. Штука готова. Буду продавать ее за 16 тысяч рублей. Попробую продать. Если продам, буду собирать третий. Третий будет у меня намного, как скажем, уже продуманнее, намного красивее. Я уже имею опыт. Скину сайт интересный. Почитайте, мне понравился этот сайт. Много что расписано про гриндер. Как рассчитать мощность мотора, как рассчитать скорость шкивов. И скину таблицу скоростей шкивов. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи.